Доброе утро, StopGame! В эфире Инфакт. В конце прошлой недели стало известно о старте очередной забастовки гильдии актеров против спектра применения искусственного интеллекта, но на этот раз в видеоиграх. Профсоюз не рад тому, как резко нейросети встают на замену реальных голосов в наших с вами развлекухах и намерены добиться официальной регуляции этого вопроса. Индустрию потряхивает. Однако генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон уверен, что готовящиеся релизы, как и уже активные игры-сервисы компании, забастовка особо не затронет. Уилсон также подчеркивает, что и он, и его компания высоко ценят работу артистов, с которыми сотрудничают, а также и то, что EA принимает активное участие в переговорах между SAG-AFTRA и видеоигровыми продюсерами. На данный момент известно, что компромисс был найден по всем требованиям объединения, кроме какого-то одного. Также Electronic Arts отметил с публикацией финансового отчета за первый квартал, что окончился 30 июня. Как и водится, из отчета можно почерпнуть любопытных фактиков. Например, стало известно, что выручка компании за этот период опустилась на 13% в годовом исчислении. Вызвано это отсутствием крупных релизов за этот период. По этой же причине упал и чистый доход корпорации на 30% относительно прошлого года, то есть на 280 лямов долларов в зеленых циферках. Циферки компания планирует догнать скорыми релизами новых спортсимов и Dragon Age The Whale Guard. Если верить слайду из отчета, ролевая игра должна выйти в третьем квартале текущего финансового года, то есть в промежутке с октября по декабрь 2024. Уилсон назвал старт текущего года мощным и стремление к созданию масштабных и смелых игр как никогда сильным. Ну и говоря о готовящихся масштабных играх, но не от EA, Star Wars Outlaws от Ubisoft должна выйти уже в конце августа, и как водится во всех больших и дорогих играх нынче, не обходится без вездесущие желтые краски, которые геймдизайнеры услужливо обмазывают каждый угол, чтобы, не дай бог, несмышленый игрок не потерялся. Ироничный тон заслужен временем, потому что в последние годы ни одна игра не обходится без желтой руки разраба. Для тех из вас, кому не по душе такая гиперопека и наоборот близок дух открывательства, в Outlaws предусмотрен тумблер, убирающий желтую краску из игры. Не цвет целиком, а указатели. Называться такой режим будет режимом исследователя. По словам одного журналиста, попервой этот режим и может привести к непреднамеренной кончине героини, но спустя пару промахов глаз учится различать интерактивное самостоятельно. Так что игра без желтых указателей не сломается. Спустя 11 контентных обновлений создатели Chivalry 2 Thorn Banner Studios заявили о завершении активной поддержки игры и переходу к созданию будущих проектов. Судя по формулировке Thorn Banner, теперь компания переключится на новые проекты во вселенных Chivalry и No More Room in Hell. Будет это спин-офф или триквел Chivalry, доподлинно непонятно, но больше похоже на второе. Матчмейкинг, официальные и неофициальные серверы Chivalry 2 продолжат работать как обычно. Если потребуется, патчи с устранением критических проблем обещают выпускать вовремя. Поддержка Destiny 2 пока официально не завершена, но если так пойдет и дальше, поддерживать игру станет просто некому. В конце прошлого года Bungie уже потеряла порядка сотни работников, а вчера стало известно об увольнении еще 220 человек. Это 17% штата и преимущественно руководителей, но прошлись по всем уровням. Еще 155 человек, это 12% штата, переведут из Bungie в Sony Interactive Entertainment. Туда же уйдет и один из внутренних проектов студии, научно-фэнтезийный экшен. И ради него PlayStation Studios планирует собрать новую команду. Остатки Bungie сосредоточатся исключительно на двух сервисах: Destiny и еще не вышедший Marathon. 6 августа стартует 5 глава Diablo 4 сезон инфернальных орд. Главное там это как раз эти самые орды, роуглайт режим про оттиск нескончаемой волны демонов. Играть будет можно и одному, и с друзьями, и в сезонном, и в вечном игровых мирах. За убийство демонов игрок получает специальную валюту огненный эфир. В конце прохождения его можно будет обменять на всякие полезности. Суббоссы, финальный босс, возможность прокачки врагов за усиление приза между волнами и ограниченное количество попыток. Плюс попасть на эту битву тоже будет непросто. Потребуются особенные артефактики, которые можно изготовить или получить за прохождение высокоуровневого контента. Помимо рогалика в игре появятся новые подземелья, адские проломы, что послужат разогревом перед ордами, более 50 новых уникальных и легендарных предметов из преисподней, свежие цепочки заданий, переделка всех уникальных и сверхуникальных предметов, теперь они называются эпохальными и сигналят игрокам лучом света в небо, ну и обновленный Battle Pass на 90 уровней тоже приложат. 28 из них бесплатные. Подробнее о новинках сезона можете почитать и даже посмотреть у нас в статье на сайтике. А еще подробнее Blizzard обещает рассказать сегодня вечером у себя на стриме. Ссылочки на каналы тоже найдете в статье.
Вчера вечером компания Activision взяла и выложила в общий доступ по типу open source старую карту из Call of Duty Warzone Caldera. Карта лежит на GitHub в формате OpenUSD, скачать может любой желающий, но использовать разрешается лишь в некоммерческих целях. Внутри непосредственно карта с практически полной геометрией и кучей доп. Сведений вроде примеров обработки света, коллекция анонимных образцов, показывающих, как игроки перемещались по карте, и весит все это добро 4 гигабайта. Зачем? Ради науки, конечно же. По версии компании, карта может быть полезна исследователям искусственного интеллекта, а также создателям инструментов, работающих с комплексной геометрией и окружением. Как пример, думает Activision, сообщество сможет придумать новые методы процедурной генерации или оптимизированного распределения данных на накопители и в памяти. Забавно, что этот жест доброй воли к искусственному интеллекту Activision провела вот сейчас во время забастовки против нейросетей в играх. Ну да, и пусть себе разбираются сами. А вас я приглашаю заглянуть на наш сайтец stopgame.ru, там вас ждет обзор свеженького Souls-лайта Flintlock The Siege of Dawn, автор обзора Кирилл Волошин, а также большая статья Владимира Сечкарева о клюкве в видеоиграх. Доброго дня!